Ты делишься болью. Говоришь: «Мне плохо. Я устала. Я не справляюсь». А в ответ: «Не грусти. Все будет хорошо». Просто настрой себя на позитив. Ты слишком зациклилась на плохом. И в этот момент ты понимаешь: тебя не слышат. Тебя не видят. Тебя просто хотят подчинить. Это не поддержка. Это токсичная позитивность. И она ранит сильнее, чем молчание. Нас приучили верить, что позитив – это всегда хорошо. Что улыбка – это сила. Что если ты страдаешь, значит, ты просто неправильно смотришь на вещи. Ты чувствуешь тревогу, усталость, пустоту, но вокруг только советы держаться, быть благодарным и думать о хорошем. Токсичная позитивность – это не просто ошибка мышления. Это давление быть в порядке любой ценой. Люди, которые транслируют токсичную позитивность, чаще всего не хотят причинить вред. Напротив, они искренне верят, что помогают. Они говорят об оптимизме, благодарности, силе мысли. Вот что они обычно советуют. Просто будь благодарен за то, что у тебя есть. Все происходит не просто так. Не думай о плохом, притянешь еще больше. Улыбнись, и все наладится. Могло быть и хуже. Ты слишком зацикливаешься на негативе. Смотри на это как на урок. Ты сама выбираешь, как себя чувствовать. На первый взгляд, это слова ободрения. Но на деле такая поддержка не дает пространства для настоящих чувств. Она не утешает, она заставляет человека сомневаться в себе. Он начинает думать, что с ним что-то не так, раз он не может просто переключиться на хорошее. Как влияет токсичная позитивность на других? Люди начинают подавлять свои чувства. Когда кто-то рядом всегда на позитиве и не допускает разговоров о трудном, окружающие начинают чувствовать, что их настоящие эмоции нежелательны. Они учатся прятать грусть, злость, страх. Со временем это приводит к внутреннему напряжению, тревожности и ощущению одиночества. Если я покажу, что мне плохо, меня не поймут. Лучше молчать. Возникает чувство вины за собственную боль. Когда тебе плохо, а рядом человек говорит «просто будь благодарна», ты начинаешь думать, что с тобой что-то не так. Что ты слаба. Что ты неправильно переживаешь. Это усиливает страдания и лишает права на поддержку. Наверное, я просто не умею быть счастливой. Усиливается внутренний конфликт. Человек чувствует одно, но вынужден изображать другое. Это создает разрыв между внешним и внутренним. Такой дисбаланс может привести к эмоциональному выгоранию, депрессии или даже психосоматике. Я улыбаюсь, но внутри все сжимается. И никто этого не видит. Разрушаются отношения. Когда один человек отказывается признавать боль другого, между ними вырастает стена. Настоящая близость невозможна без признания уязвимости. А токсичная позитивность делает уязвимость неприемлемой. Я не могу быть с тобой настоящей. Ты не слышишь меня. Возникает эмоциональная изоляция. Окружающие начинают чувствовать, что рядом с таким человеком нельзя быть собой. Нельзя быть неудобным, грустным, раздраженным. В итоге, одиночество даже в отношениях. Я с людьми, но как будто одна. Формируется искаженное восприятие реальности. Если лидер или авторитет говорит, что негатив – это выбор, человек может начать сомневаться в своей адекватности. Он перестает доверять себе, своим чувствам и интуиции. Может, я действительно все преувеличиваю. Блокируется рост и развитие. Без признания боли нет движения вперед. Если человек не может осознать, что именно его ранит,
он не может это изменить. А токсичная позитивность не дает даже подойти к этому осознанию. Я вроде стараюсь быть лучше, но как будто топчусь на месте. Что делать, если рядом с тобой позитивный токсик? Когда рядом человек, который на все отвечает «улыбнись», «все к лучшему» или «не думай о плохом». Это может быть не просто раздражающе, это может быть по-настоящему болезненно. Особенно если тебе сейчас тяжело, а твои чувства обесцениваются под видом поддержки. Вот как можно с этим справляться. Признай свои чувства. Ты имеешь право чувствовать боль, даже если другие делают вид, что все хорошо. Говори прямо. Скажи, что тебе важно быть услышанным, а не утешенным. Без советов. Без обесценивания. Устанавливай границы. Если тебя не слышат, останови разговор. Ты не обязан быть удобным. Не переучивай. Ты не должен менять другого. Главное, не терять себя рядом с ним. Ищи безопасное пространство. Будь с теми, кто умеет слушать. Или пиши. Главное, не молчи в одиночестве. Помни, это защита. Их позитив — это страх. Не принимай его на свой счет. Токсичная позитивность — это не поддержка. Это когда твои чувства обесценивают под видом заботы. Иногда человеку нужно не совет, а чтобы его просто выслушали. Быть рядом — значит не бояться чужой боли. Иногда честное «я с тобой» важнее, чем 1000 «все будет хорошо».